Всем добрый день, вы на канале Шитие Мое, и я напоминаю, что мы с вами создаем упрощенный жакет с нуля. У нас уже отснято 3 серии, это 4-я часть. Сегодня мы с вами будем продолжать построение полочки, и сегодняшняя тема построение полочки с нагрудной выточкой. Талиевую выточку мы с вами во внимание не берем. Значит, смотрите, у меня уже есть заготовка спинки, которую мы построили в предыдущей части, в предыдущем видео. Спинку мы оставляем такой, какая она у нас есть. Единственное, что мы сейчас добавим с вами по центру спины небольшое приталивание и приступим к построению полочки. Эта полочка будет отличаться достаточно так серьезно, отличаться от первой полочки, поэтому будьте внимательны. Итак, для начала я все-таки, наверное, возьму другой маркер, то есть у меня контур прорисован красным. Я возьму черный маркер, чтобы отличалось и чтобы видели, чтобы мы с вами видели, где какие изменения мы внесли. Значит, смотрите, у меня есть, наверное, будет не видно, я не прорисовала центральную линию спинки. Сейчас мы это исправим. Есть у меня центральная линия по спинке. У меня небольшая ширина бумаги, поэтому центр спины у меня идет прям в край листа бумаги. Чтобы вы видели, вот он, центр. И в этой модели я хочу сделать небольшое приталивание по центру спины. Обычно, если я строю для себя какое-то построение приталенное с выточками талиевыми, то по центру спины я делаю как бы приталивание на 1,5 сантиметра. То есть вот отсюда по линии талии, вот она у нас линия талии. Талия – это грудь и бедра, да, вот так определим. По линии талии обычно я откладываю от центра 1,5 сантиметра. Но так как у нас это изделие без талиевых выточек, а изгиб у меня достаточно такой серьезный по спине, да, вот так вот видно хорошо. Поэтому в этом случае я отложу 2 сантиметра, а не 1,5. То есть от центральной линии спины, вот давайте напишем, да, это у нас будет центр спины, вот так. Я откладываю не 1,5, а 2 сантиметра. Но обратите внимание, опять же, я делаю акцент на том, что это для моей фигуры. Если у вас не настолько глубокая выемка по спине, то вы возьмите 1, может быть, кому-то 0,5-0,7 достаточно будет, может быть, кому-то вообще центральная линия будет хорошо сидеть и прямая. Может быть, если вы, допустим, делаете линию прямую по бокам, то есть вы не приталиваете, то и центральную линию вы тоже можете не приталивать. Теперь смотрите. От линии талии вверх я откладываю 22-24 сантиметра. Это зависит от роста. То есть для себя, для своего роста, у меня рост 160 сантиметров, я откладываю 22. И вниз я буду вести эту линию до линии бедер. То есть вот так, наверное, вот так будет виднее. От линии талии, вот они мои 2 сантиметра, я веду до линии бедер. И здесь у меня 22 сантиметра, до точки 22. То есть линия центральная по спинке у меня уже будет вот она. Мы ее сейчас с вами пожирнее наведем. То есть по этой линии я уже буду кроить. Что касается спинки, здесь больше никаких изменений не будет. И мы с вами продолжаем. То есть мы сейчас с вами будем строить полочку. Я уже провела пунктирные линии, то есть у меня верхняя линия, линия груди, линия талии, линия бедер и линия низа проведены до конца листа. И, естественно, ширина полочки, если вы смотрели, я, кстати, советую просмотреть предыдущие серии, то есть там очень все подробно написано. Если вы видели предыдущую серию, то вы понимаете, о чем я говорю. То есть сетка у нас, ширина сетки уже заготовлена. Итак, это у меня центр полочки. Это центр полочки, это центр спины. Теперь от верхней линии вверх от точки 0 мы с вами поднимаемся на разницу между длиной полочки и длиной спинки до талии. То есть это у нас, давайте назовем ее, это у нас размер
нагрудной выточки, раствор нагрудной выточки. То есть разница между длиной спинки и длиной полочки до линии талии, это и есть раствор нагрудной выточки. То есть от точки 0 вверх я поднимаюсь на 6 сантиметров. У меня разница 6 сантиметров. То есть у меня нагрудная выточка 6 сантиметров. Так, вот она у меня точка. Назовем ее точкой 0,1. Можно для контроля вот сюда чуть дальше также проведем, то есть отложила я свои 6 сантиметров и провожу через эти точки произвольную горизонтальную линию. Теперь уже от точки 0 я откладываю, то есть 0,1, я откладываю вот эти 8 сантиметров, вспоминаем, у нас горловина по ширине 0,8, то есть 8 сантиметров, я откладываю 8. Далее, опять же, от точки 0,1 я откладываю 19 сантиметров, это половина моих плеч. То есть я здесь не буду сильно вот так вот разбор, да, разбор полетов делать. То есть мы с вами все это проходили, какие у меня, какие чего мерки, и откуда эти 19 сантиметров, и откуда эти 8. Мы все это разбирали в третьей части, когда строили спинку и когда строили упрощенную полочку без выточек. Поэтому я здесь уже не буду так подробно прям на это делать акцент. Теперь смотрите, линию можно, в принципе, линию груди поднять на те же 6 сантиметров, что и здесь, а можно просто от точки 0,1 вниз отложить глубину проймы с прибавками, да, у меня это 23 сантиметра. В принципе, эта линия, она останется, то есть здесь получится 6 сантиметров, те же самые, да, то есть разницы нет, как вы захотите, так и рисуйте. Опять же, я пока произвольной линией провожу, это у меня будет новая линия груди. Линия груди по полочке. Теперь по линии груди, опять же, от центра полочки я откладываю 19 сантиметров, что у меня вот здесь по верхней линии, то есть половина ширины плеч. Соединяю две эти точки. Теперь от точки 19 вниз я откладываю 2,5, что я откладывала здесь. То есть, если у вас это 2 сантиметра, то вы откладываете 2. Если у вас это 1,5, то откладывайте 1,5. Если у вас это 3-4 сантиметра, откладывайте то, что у вас по спинке. То есть, вот эти точки 2,5 и 2,5, они должны быть одинаковые. Теперь от точки 8 через точку 2,5, я, наверное, сильно быстро говорю, но меня не остановить. Я провожу прямую линию, и смотрите, у меня здесь по полочке ровно 13 сантиметров. Значит, и по спинке тоже должна быть 13 сантиметров. Опять же, прикладываю угольник к линии, к скосу плеча. И начало этой линии, начало линии проймы должно быть под прямым углом. Вот здесь должен быть прямой угол, вот этот вот угол. У меня линия груди заканчивается вот здесь. Эту точку мы с вами продолжаем вверх под прямым углом. То есть под прямым углом по отношению к линии груди, да, вот так. Продолжаем вверх, и вот здесь она у нас стыкуется. То есть мы просто подняли линию груди выше, да, на наши 6 сантиметров. У вас же это, опять же, свое число. У кого-то 2 сантиметра, у кого-то 8, у кого-то 10 и так далее. Значит, смотрите, теперь мы с вами должны прорисовать линию проймы по полочке, но ориентируясь вот на эти все наши линии. То есть начало линии проймы, вот она идет уже, начало, да. Дальше мы с вами должны, вот здесь опять же зависит от того, насколько у вас ушла вот эта линия, то есть ушла ширина полочки от ширины спины или от ширины плеч. То есть вот она, да, у нас 19, 19 и 1. Вот так напишем. Здесь я как бы начинаю от боковой линии, я начинаю по прямой, то есть прям вот веду по прямой, как она идет, да. И дальше я уже поднимаюсь вверх плавно, плавно, плавно и захожу за линию ширины спины или ширины плеч примерно на 1-1,5 сантиметра и уже вывожу линию сюда. И опять же, я уже говорила в предыдущем видео, да я вообще, в принципе, часто об этом говорю, что никогда ни один специалист вам не скажет в точности, как должна выглядеть ваша линия проймы. Вы должны ее видеть сами. То есть, во-первых, мы ее сравниваем с линией проймы по спинке. Она у нас более такая, знаете, такая более развернута, более такая плавная. А линия проймы по полочке, она более углубленная, более такая крутая, да, то есть она более вогнутая.
Опять же, мы можем воспользоваться лекалом. Ну вот приблизительно, да, у меня получилось. Приблизительно я немножечко вот сюда на миллиметр ушла, вот здесь не дошла на миллиметр. Ну вот так я нарисовала. И это тоже все правильно. Главное, чтобы вот здесь между вот этой линией и нашей линией проймы было расстояние. То есть не должно быть впритык. Вот здесь вот эту часть мы делали с вами ровно по линии ширины плеч, а эту линию мы с вами заходим вперед, больше углубляемся вперед. То есть мы в любом случае должны вот здесь углубиться, да, здесь у нас должна быть линия больше. Что дальше? Смотрите, вот эту линию боковую я, наверное, все-таки проведу до линии бедер. Опять же, у меня эта линия, я сейчас не буду повторять, да, все, что я говорила в предыдущей части. Линия боковая у меня, она прямая, потому что у меня разница между обхватом груди и обхватом бедер небольшая. И я их как бы сравняла, ориентируясь на больший обхват, то есть на линию груди. Поэтому у меня получается прибавка по линии бедер чуть-чуть больше. Если по линии груди у меня прибавка на свободу 8 сантиметров, по линии бедер, ну, чуть-чуть больше. Я не буду сейчас, по-моему, 11 сантиметров у меня получилось. Вот, поэтому у меня эта линия прямая. У вас же, я подробно это рассказывала в предыдущей части, она может быть либо вот так уходить, либо вот так уходить. То есть либо трапеция вот так, либо заужена. То есть сюда я уже сегодня не обращаю внимания. Вот она наша центральная линия. Вот сюда я по спинке откладывала 2 сантиметра. То есть вот сюда. Да, то есть я делала приталивание, легкое приталивание. Теперь я делаю то же самое и по полочке. Но я сказала 2 сантиметра. Опять же, это мы с вами я подробно рассказывала о том, сколько нам нужно приталить. То есть у вас это свое число. Не у всех будет эти 2 сантиметра. Пожалуйста, обратите на это внимание. Теперь эти 2 сантиметра я веду к вот этой верхней точке. Вот она. По боковой линии самый верх. Вот. Мы ее подняли на 6 сантиметров, у меня на 6 сантиметров. Далее вниз я веду до линии бедер. Сделали приталивание по полочке. Сейчас мы с вами перейдем к горловине. От точки 0,1, то есть мы с вами приподняли нашу полочку, от точки 0,1 вниз. Но я для себя решила, что я не хочу впритык горловину и не хочу сильно раскрытый, да, как у меня в белом жакете. То есть средний беру, я для себя беру 17 сантиметров. Опять же, вы для себя, конечно, определяете сами свою глубину декольте. То есть хотите больше, делайте больше. Хотите меньше, делайте меньше. То есть это ваше дело. Значит, я взяла, ну, можно сказать, среднее число, это 17 сантиметров. Теперь смотрите. Ну, приблизительно вот так, от точки 8 вниз я тоже откладываю 17 сантиметров. И провожу пунктир. То есть это у меня не основная будет линия, да, провожу пунктир от точки 17. И мне нужно решить, насколько мне нужно углубить мой воротник. То есть у меня не будет он ровный, хотя можно сейчас, смотрите, можно прорисовать опять же горловину нашу. Просто чтобы видеть, как она у нас была в предыдущем построении и что мы будем делать в этом. Значит, смотрите, от точки 17 вот по этой линии я отложу примерно 4 сантиметра. Вот здесь у меня будет 4. Через точку, то есть, вернее, от точки 4 к точке 8 я провожу прямую линию. Совершенно прямую. И это у меня будет горловина. Так. В принципе, у меня здесь получается прямой угол. И сюда от точки 4 мне хочется подняться вверх на 1 сантиметр. И теперь от точки 1 через точку 17, вот так, я провожу опять же ровную линию. То есть, если мы в предыдущем видео с вами делали округлую горловину и такое построение, допустим, воротничка по такой горловине я уже показывала, по-моему, даже не один раз. Этот способ я еще не показывала, поэтому мы с вами, то есть я решила показать это в этом проекте, скажем так. Теперь нам нужно хорошенечко выделить, как у нас будет выглядеть наша горловина.
Я захожу, обратите внимание, уже дальше центра. У меня здесь, по-моему, 6 сантиметров. Нет, здесь у меня 7 сантиметров. Через центр полочки дальше на 7 сантиметров. Но это уже дело каждого, да, у кого какой будет подбор. Вот я выделила жирным. Вот эта линия у меня будет уже вырезаться по вырезу горловины. То есть вырез горловины будет вот такой интересный. Теперь вот она у нас линия талии, линия бедер. К линии талии, ну тут тоже, как вы знаете, мы можем определить с вами, где у нас будет первая пуговица, или она у нас будет единственная, эта пуговица. То есть, ну, в основном, вот, да, либо чуть, ну, я не знаю, мне удобно, вот, например, на линии талии, чтобы была у меня пуговица. И дальше оно здесь само как бы ложится так, как ему хочется. Поэтому я думаю, что у меня так и будет она в этом месте. Значит, по линии талии я откладываю от центра 3 сантиметра. Соединяю вот с этой линией, вот с этой. Соединяю пока пунктиром. Мне хочется сделать ее более такую плавную, округлую. Поэтому я беру вот так и чуть-чуть немножечко делаю скругление. А дальше, опять же, 3 сантиметра. Это у меня будет на полузанос. И продолжаю от линии талии вниз до конца. И осталось нам построить нагрудную выточку, для того, чтобы у нас сошлись боковые срезы. Потому что сейчас у нас боковой срез боковой срез по полочке больше на 6 сантиметров. То есть нам нужно их сравнять. Значит, смотрите, что я делаю. Для начала от точки 8, вот так прямо по прямой иду, откладываю высшую точку груди. У меня это 30 сантиметров. Далее от центра полочки, ну, вот так параллельно иду, да, этой линии, нам нужно найти центр груди, то есть половину центра груди. У меня это 20 сантиметров, значит, вот она, 10 сантиметров. Вот она. Значит, эта точка уже, ну, это я просто как бы, чтобы найти высшую точку груди, да, то есть найти высоту груди. Вот он у меня крестик, все. Теперь, ну, как бы для начала мы можем построить ее ровно, вот так, ровно параллельно полу, вот как у меня здесь, да, я думаю, что, не знаю, видно, не видно, она прям ровненько-ровненько, здесь просто манекена плечи не такие, а вообще выточка прям ровненькая. Я ее специально не стала менять, чтобы как бы показать вам, как это будет выглядеть. Можно, мы сначала ее построим сейчас так же ровненько, а потом мы можем ее моделировать в разные места. То есть мы ее можем размоделировать, перенести ее в пройму, мы можем перенести ее вниз, это получится как что-то а-ля французская выточка. Вы можете перенести ее сюда, вы можете перенести ее сюда, как я это сделала в белом своем жакете, то есть я перенесла выточку вот сюда. Это очень даже интересно. То есть, но для начала мы с вами построим ее в боковой линии, чтобы потом с ней уже играть. Итак, вот она наша первая линия груди. Ну вот она рядом, просто я на нее буду ориентироваться. Центр выточки я прорисую вот именно так. От высшей точки груди, где у меня крестик, и к линии бока. Теперь мы с вами берем наш раствор выточки, у меня это 6 сантиметров, и делим пополам. Я откладываю 3 сантиметра вверх от центральной линии и 3 сантиметра вниз. И прорисовываю стороны выточки. Смотрите, так как у меня идет приталивание, у меня вот эта линия будет меньше, чем вот эта. Поэтому мне здесь обязательно нужно сравнять. Я сравниваю. Здесь у меня ровно 17, значит, сюда я тоже должна как бы продлить эту линию. И тогда боковая линия к линии талии будет у меня уже вот она. Я ее немножко жирнее сделаю, чтобы видно было, да? Вот она будет моя линия боковая по полочке. И здесь. В принципе, у нас готова выкройка полочки с нагрудной выточкой. Я сейчас вот обвожу ее пожирней. Вот она, да, тут в принципе все уже обвела. Осталось выточку пожирнее обвести.
То есть, понятно, я надеюсь, никаких лишних линий вам в глаза не бросается. Итак, наша полочка с выточкой нагрудной закончена. Давайте определимся с контурами. То есть у меня здесь много всяких линий. И я сейчас хочу просто прорисовать, проговорить контуры. Значит, линия низа. Линия полузаноса. Кстати, линия полузаноса у меня 3 сантиметра. Но это достаточно много. Вот сюда достаточно много. Но я люблю так. Чем больше полузанос, тем больше закрыто вот здесь. Ну, как бы вот, ну, мне так нравится. Вы же можете от центра линии, от центральной линии полочки отложить, добавить на полузанос 2-2,5 сантиметра. Это тоже будет нормально. Значит, линия полузаноса, линия лацкана. Вот такая у нас линия горловины, линия скоса плеча, пройма, боковая линия и наша выточка. И на сегодня я уже заканчиваю, но хочу в 2 словах рассказать, что будет в следующем видео. А в следующем видео я хочу сделать такой легкий микс. То есть я покажу, как построить, как рассчитать выточки талиевые и по спинке, и по полочке, и как превратить эту выкройку в рельефы. То есть мы можем с вами сделать разные рельефы. Возможно, я покажу в следующем видео как раз вот эти вот, ну, может быть, пару-тройку вариантов рельефов. Можно сделать, допустим, с подкрайным бочком, ну, как обычный классический жакет, да, то есть мы с вами можем построить классический жакет вот таким вот упрощенным способом. Почему я все-таки говорю упрощенный? Потому что у нас не будет шлиц, то есть на рукавах, на спинке или где-то там еще у нас не будет шлиц, у нас не будет, хотя можно сделать плечики, подплечники, но у нас не будет подокатника, хотя тоже можно сделать, но я думаю, что в этом случае, то есть упрощенный, значит упрощенный, и так мы слишком усложнили, на мой взгляд. Упрощенный это, наверное, был первый вариант, хотя, да, вы можете воспользоваться любым из этих вариантов. Далее, когда мы будем собирать изделия, я, кстати, пока еще не решила, какой я буду показывать на камеру, то есть какой я буду снимать, какой из вариантов. Вы, кстати, пишите под этим видео, под этим постом, обязательно пишите, какой вы хотели бы, чтобы я показала именно сборку. Почему? Потому что построение, как бы, да, это построение, но сборка это тоже очень важно. Ну, в общем, я, наверное, на сегодня уже закругляюсь, заканчиваю. Я рассказала, что мы будем делать в следующем видео. Обязательно советую просмотреть предыдущие 3 видео. Это мы выбираем нашу модель, то есть что мы будем шить, мы выбираем ткань под эту модель. Во второй части мы с вами обязательно должны снять мерки, то есть я показываю, как снять мерки. И в третьей части мы уже сделали легкое, самое упрощенное построение полностью, я имею в виду полочку и спинку. Кстати, возможно, есть вопросы уже, да, у кого-то в голове, где же рукавчик, где же воротничок. Воротничок это самая последняя деталь, то есть когда мы уже все будем готовы, мы будем строить воротничок. Что касается рукава, мы уже тоже будем, ну это будет, наверное, предпоследняя деталь, то есть когда мы уже, я покажу все варианты, мы уже по нашей пройме будем делать рукав. Но я, кстати, не сказала, хотела я сказать об этом в следующем видео, но боюсь забыть. Если вы хотите расширенное плечо, вы можете продлить вот сюда продлить, но вот эта линия у вас тоже будет, опять же, расширенная, а сюда вы уже уходите, вот так, возьму сейчас другой маркер. Если вы хотите расширить плечо, ну вот, допустим, здесь 1,5 сантиметра, вы расширяете, вот так вы ведете параллельно вот этой линии. Сначала вы вырисовываете нормальную классическую пройму, как я показала, а потом уже вот это вот расширение идет, да, и сюда вы выходите на нет. И точно так же здесь, допустим, те же 1,5 сантиметра, вы здесь вы ведете так, как она идет у нас по, можно сказать, по классике. И вот сюда вы ходите на нет. То есть это если вы хотите расширенное плечо. Но если вы хотите расширенное плечо, тогда вам обязательно нужны подплечники для фиксации этого плеча, чтобы оно у вас не падало вот сюда и вместе с рукавом, да, и не морщился вот здесь рукав. И, конечно же, подокатники. То есть вам нужно будет уже так вот, уже не упрощенный будет жакет, а более такой серьезный. Хотя я, кстати, обращу внимание, вот это действительно упрощенный жакет. Очень упрощенный жакет, и он построен вот по этой выкройке. Единственное, что здесь у меня круглая горловина. То есть вот это вот я не стала делать. Именно вот по этой.
без талиевых выточек, но вот с нагрудной выточкой. Нагрудная выточка у меня идет параллельно полу, да, вот она. Вот. У манекена просто как бы немножко плечо завышено, поэтому немножко здесь, вот. Самый классический рукавчик, то есть ничего, ну, он еще как бы не доделан, но вот так выглядит, причем очень неплохо, мне кажется, даже, знаете, если вот эту блестящую сеточку не брать во внимание, такой достаточно серьезный жакетик, слегка приталенный. Можно назвать его каким-то деловым, строгим жакетиком. Очень даже неплохо. Я говорю, вот какие-то акценты, допустим, вот самый упрощенный жакет, да, самый простой, ну, да, с нагрудной выточкой. Но какой-то акцент, и делает он его уже таким каким-то необычным, да, жакетом. Вот. В общем, на сегодня я заканчиваю. Слишком много опять у меня получилось поболтать с вами. Дождитесь следующее видео, следующее построение. Будет интересно. Всем пока!